Всем доброе утро. Смотрите, в каком прекрасном месте я сегодня решила позавтракать. Вот. На развилке нашего канала встало солнце на часах. Сейчас 10 минут 8. Вот там, к сожалению, он немножко опустился. Летает воздушный шарик. И вот гляньте, какая у нас натуральная катастрофа. Высохла как. Я приветствую всех у меня на канале. Сегодня тема разговора пойдет о что же нам так нужно вообще в принципе в жизни. И по последнему шуатцу были вопросы, если бы вы оставили пустую комнату, что бы вы захотели туда взять. Я сегодня решила встать и начать день совершенно по-другому. У меня начался отпуск, была неделя сложная, много беготни. С котом бегали много, потом разболелось колено у меня. Кстати, колено. Это отдельный разговор. Вот. Потом про кота были вопросы очень много. Сейчас ему вроде получше. И вот там стоит мой завтрак. Я там сейчас усядусь. И мы с вами поболтаем о этих двух темах. И я подумала сегодня, что, наверное, человеку все-таки очень мало нужно, чтобы быть так, как себя в себе. И я сегодня вот натянула все, что было вчера, валялось там, когда я встала. И взяла вот эту чашечку кофе с собой. Я, наверное, хочу начать день где-нибудь в другом месте. Вот наш специалитет нашей земли. Тут этот брецель с маслом. Я его обожаю. Сейчас я его буду есть и буду с вами разговаривать. Ну, о чем же? А то, наверное, с каждым годом, по крайней мере, это так, как у меня, когда мы становимся старше, нам как-то вроде бы становится меньше-то и надо. Вот. То есть тебе хватает вот такого утра с кофе и с булочкой. И, в принципе, если светит хорошее небо над головой, где мир, это, к сожалению, сейчас не везде так, этого уже достаточно. Вот. И мне кажется, каждый должен для себя провести такие параллели, что же действительно нужно ему. Еще о чем. Как много здесь вот у нас. Я очень люблю это место, но оно, конечно, сейчас немножко вот такое подсохшее. Здесь всегда классно плавает очень много таких редких птиц. Сейчас немножко они сбежали, потому что сушь у нас. Вчера на термометре показывала 40 градусов в плюсе, когда я домой заезжала, поэтому я вылезла так пораньше. Вообще. Итак, поговорим, что если бы на самом деле у нас была возможность все сложить в одну коробку или в много коробок и заехать в какую-то новую квартиру или в новый дом. И вот каждый раз, доставая что-то из коробки, мы будем задумываться по-новому, нужно ли нам вообще это в принципе. Или выставили бы мы это из новой коробки в нашу чистую, незагрязненную новую дом до новой квартиры. Это заставило меня задуматься вчера. Я действительно подумала, что нужно это попробовать. Вот просто вот так активно попробовать это использовать метод. То есть, когда мы, начала закрывать камеру, когда мы сейчас занимаемся расхламлением, особенно таких вот вещей, которые просто лежат на всякий случай. А у нас этих вещей у меня еще до сих пор, целый год прошел с того, как я начала это глобальное свое расслабление. И я понимаю, что все равно слишком много всего. И, наверное, все-таки надо идти таким способом более радикальным. Потому что особенно вещи, которые лежат, мне очень тяжело выкинуть. Они как-то лежат и лежат, и думаешь, не мешают же вроде бы, как бы так. Но они мешают. И с ними надо тоже заниматься. Я решила так. Я пройдусь по второму кругу. Я вам уже начала снимать свои видео последний раз был про ванную. Это будет в каждой комнате такой маленький отчет. Там я буду что-то еще параллельно, конечно же, выкидывать. И я думаю, что я буду именно думать
на заднем плане я буду думать именно так сейчас. Вот если бы я делала полностью ремонт в этой комнате, что бы я действительно оставила? То есть, если бы вот комната была большая, пустая, поставила ли я туда это все, что у меня завалено, там еще что-то в шкафу, или лежат какие-то декорации старые, какие-то там, не знаю, тряпочки. Нужно ли мне это было бы вообще? В принципе, едет машина, решила поставить камеру. И я решила, знаете что, наверное, это все-таки хороший способ вот таким макаром идти или подходить к расслаблению. Потому что если мы все время будем на всякий случай все оставлять, то мы никогда не расслабимся. И я подумала, вот сейчас, когда я буду уже через год, то есть по второму кругу уже идти, например, в какую-то комнату, я должна уже более радикально к этому подходить, потому что я уже за год не смогла сделать другим способом это. То есть я там частично там хлам такой основной выкидывала, там ну, то, что вообще просто как мусором для меня оказался. Вот. Сейчас я уже буду так более радикально к каждому предмету подходить. Вот с этой методикой, помните, я вам рассказала, что я смотрю швейцарского минималиста, он рассказал про это. Конечно, это большой плюс, что понимаешь немецкий, можно смотреть таких блогеров. Ну, конечно, можно сейчас ставить перевод, но я думаю, вам тоже будет интересно попробовать такую методику. Расскажите мне, какой методикой по расслаблению пользуетесь вы? Или как вообще вы приходите к тому, что у вас становится меньше вещей? И по факту у каждого какое-то свое организовывается такое, какая-то своя методика, да, кто-то использует какую-то комби там из чего-то, это. Мне будет интересно, если вы сегодня в комментариях устроите такую, как это сказать, дискуссию. А я сейчас сделаю глоточек кофе, и вы знаете, уже холодный, но вкусный. Вот. Я думаю, что нам придется все-таки это обсудить. И когда я буду сейчас это делать, я буду всегда думать о том, что это сейчас, на следующий год, моя новая цель более радикально подойти к этому методу, потому что я смотрю, что все какими-то медленными шагами, и для меня это слишком медленно все происходит. Не знаю почему, но вот это так. Ну, в общем, все. А что еще? В следующих видео вы увидите, наверное, 2 комнаты я еще до отпуска, отъезда на Мальту успею записать. И я покажу, скорее всего, еще свое расслабление опять того отдела шкафа, где висят вещи, которые не попали в базовый гардероб. И я покажу, скорее всего, был, кстати, интересный вопрос в комментариях. Снять, значит, свои вещи, когда я пакую в чемодан или там пакую в рюкзак, и потом показать, когда возвращаешься назад, вещи, которые ты абсолютно ими не пользовался, но почему ты их опять взял. Это у меня произошло тогда, когда мы ездили в Венгрию в последний раз. Ну, мы ездили на машине, поэтому я как-то даже, можно сказать, полчемодана взяла того, что мне вообще не нужно было. И вот странно, и я подумала, что эти вещи, наверное, и я и сейчас не буду брать, потому что если я уже их тогда не, ну, как-то не использовала, то нету смысла сейчас их с собой брать, когда вообще нету багажа с собой, как бы я не платила за большой чемодан. Ну вот как-то так. Расскажите мне, чем вы занимаетесь? Вообще, занимаетесь ли вы летом расслаблением? Вот было мне интересно. Кто не подписан, самое время сейчас на меня подписаться. А я сейчас брать. Вот. Это прекрасно. И любоваться на природу. Всем пока.